Домашняя рыбная консерва. Только рыба и никаких плавников или чешуи, как это порой бывает с покупной. В этом ролике готовлю консерву по очень простому рецепту, без заморочек. Для него подойдет любая рыба, которая получится очень нежной. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Я очень люблю рыбные консервы. Часто их использую для салатов и как дополнение к обеду или ужину, когда нет времени готовить что-то протеиновое, мясо или рыбу с нуля. С покупными же я очень часто сталкиваюсь с тем, что, открывая банку даже той фирмы, которую я покупала раньше, обнаруживаю там плавники и чешую, и поэтому решила готовить такие вот рыбные консервы самостоятельно. Рецепт очень универсальный, для него подойдет абсолютно любая рыба. Я предпочитаю брать какую-то жирную морскую рыбку, сардину, скумбрию, сельдь, она при этом не очень дорогая и очень круто получается из разных лососевых. Особенно удачный вариант это готовить из горбуши, которая довольно костлявая сама по себе, а в таком методе приготовления эти косточки размягчаются и, соответственно, мы получаем только очень вкусную, насыщенную по вкусу рыбу. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании под видео. Так как я использую замороженную рыбу, отправляю ее в холодильник на ночь, чтобы она медленно оттаяла. Благодаря такой деликатной разморозке сохранится упругая текстура рыбы и мякоть не будет рыхлой. В этом ролике я буду использовать дальневосточную сардину или иваси, и со специями я буду очень лаконичной, буду использовать только соль, потому что мне нравится чувствовать истинный вкус рыбы. Если же захочется сделать эту рыбу более пикантной, привнести в нее какие-то дополнительные вкусовые нотки, смело используйте те специи, которые вам нравятся. В зависимости от конкретного вида рыбы нужно ее очистить и удалить все лишнее. На моих рыбешках были остатки чешуи, так что я их сняла. Также я срезала плавники и удалила все лишнее из брюшка, а затем отрезала небольшие кусочки с краев, где рыба была немного заветренной. Так как тушки рыбы у меня небольшие, я не буду разрезать их на кусочки. Если рыба крупная, ее стоит нарезать на порционные куски. После всех этих манипуляций рыбу я тщательно вымыла в прохладной воде и обсушила бумажными полотенцами. Всыпаю к рыбе соль и перемешиваю, чтобы соль распределилась. Так рыба просолится равномернее, чем если всыпать соль просто в банку. Теперь раскладываю рыбу по банкам. Мне больше всего нравится использовать небольшие банки на 250-350 мл. Такая порция как раз хороша для добавления в салат или для обеда. Укладываю довольно плотно, но не трамбую слишком сильно. У меня получилось 3 банки по 350 мл. Теперь заливаю рыбу растительным маслом, не доходя на сантиметр до края. Я использую рафинированное оливковое. После залива слегка придавливаю рыбу, чтобы пузыри воздуха вышли наружу. Прикрываю банки с рыбой крышками, но не закручиваю полностью. Ни банки, ни крышки я не стерилизовала. Термическая обработка на следующем этапе приготовления все сделает. Теперь я беру форму для выпечки, это может быть и противень, и на дно укладываю пару листов бумаги, чтобы банки во время приготовления не стучали. Можно также использовать бумажные полотенца в 2-3 слоя. Это своеобразный амортизатор. Кроме того, в процессе приготовления немного масла может выйти наружу, и бумага хорошо впитает его. Устанавливаю банки в форму и отправляю в холодную духовку. Включаю нагрев на 120 градусов и оставляю рыбу готовиться на 5-6 часов. Если используете мелкую рыбу, например, мойву, то ей потребуется 2-3 часа с учетом разогрева духовки. Невысокая температура приготовления и длительность сделают рыбу нежной, кости мягкими и при этом сохранится плотная текстура рыбы, она не будет похожей на кашу. Кроме того, с такой температурой приготовления можно смело использовать нерафинированные масла, если нравится их вкус. Температура приготовления ниже точки дымления, так что масло не испортится. Через 5-6 часов я выключаю духовку, аккуратно докручиваю крышки, чтобы окончательно укупорить банки. Закрываю дверцу духовки и оставляю рыбу остыть в ней. Чаще всего я готовлю такую рыбу вечером и оставляю остывать на ночь. После остывания достаю банки с рыбой, промываю их от масла и убираю на хранение. Укупоренную консерву храню при комнатной температуре, открытую в холодильнике. Если этот рецепт вам понравился, обязательно ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».